Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про интересную раздачу, про очередной airdrop, который не советую вам пропускать. Сама раздача будет от Fina Cash, то есть от Fina кошелька. Есть такой вот кошелек, можно скачать в Google Play Store и не только, но он нам не понадобится. Понадобится немножко другой кошелек, хотя в принципе возможно подойдет и этот. Значит, сам токен данного кошелька выйдет предположительно вот в мае 2023 года, и сейчас давайте вот на русский переведем. Здесь написано следующее, что 1% от общего количества токенов Fina будет разослано нашим первым сторонникам. Значит, тут несколько вариантов, как получить эти монеты. Можно за подписку на Twitter, ретвиты и так далее. А можно еще и за делегирование токена SKRT нашему валидатору. Давайте немножко опустимся пониже и станет все понятнее. Значит, смотрите, чтобы получить airdrop, вы должны. Тут есть вот три пути, три момента, как можно все это заработать. Давайте сперва исключим вариант, который требует вложения, и остановимся поподробнее вот на этих двух. Значит, первый вариант — это следить за нашим твитом, ну то есть, значит, нужно подписаться на Twitter, соответственно, ниже там в форме указать свой никнейм, и 1/4 от 1% всех токенов будет распределена между теми, кто сделает элементарную подписку и оставит свой никнейм в Твиттере. Надеюсь, с этим все понятно. Сейчас мы все это, кстати, сделаем. Второй вариант. Второй — это значит еще и проявить какую-то активность, причем, ну, вообще маломальскую. В том же Твиттере нужно, как здесь написано, ретвитнуть запись, и еще 1/4 от 1% будет распределено среди всех тех, кто это сделает. Здесь несложно посчитать, что 0,5%, если подписаться на Твиттер и сделать ретвит, будет распределено между нами и всеми теми, кто сделает эти условия. Теперь давайте рассмотрим вариант, который требует вложения. Это первый вариант, и он самый, пожалуй, жирный. Но тем не менее он не является обязательным. Однако, если вы решите получить еще больше монет, чем просто за подписку на Twitter и ретвит, то этот вариант вам придется по вкусу, потому что остальные 0,5% поделят все те, кто делегирует монеты их валидатору. Причем на этот момент можно еще и повлиять. Чем больше вы делегируете монет, тем больше, соответственно, будет ваш вклад. А чем больше ваш вклад, тем больше, соответственно, вы получите впоследствии монет, но не больше 50 тысяч монет SKRT. Итак, а вообще что это за такая монета? Давайте посмотрим на нее поподробнее. Сама монета на данный момент стоит 65 центов. И если мы говорим о том, что снапшот будет сделан не позднее, чем 1 января, то впоследствии мы можем еще и заработать на росте этой монеты. Потому что падать, ну не знаю, а если куда еще, хотя все возможно. У этой монеты в принципе неплохое сообщество. Обратите внимание, что 127,5 тысяч наблюдателей только на CoinMarketCap, коим и пользуется-то далеко не каждый. А если и пользуется, то не заводит аккаунт и тем более не кидает монету в ватч-листы. Также хочется обратить ваше внимание, что общее максимальное предложение на данный момент это 190 миллионов и 165 тысяч монет, а циркулирует уже 163. В принципе, монета может стоить очень даже хорошо, потому что ее максимальное значение не настолько сильно раздуто. Это что по поводу купить ее и делегировать, насколько велики риски. Как по мне, их тут не очень много. Давайте посмотрим, где данная монета торгуется, а торгуется она очень много где. И я думаю, что из этого списка бирж для каждого найдется что-то понятное, знакомое. Ну а если вы хотите довериться моему выбору, то ссылочки о том, где лучше это сделать, я оставлю в описании под видеороликом. Лично я буду это делать через MaxC Global, ну а вы можете использовать, естественно, и другую биржу. Давайте перейдем непосредственно к самому airdropу. Давайте начнем с заданий, которые касаются социальных сетей, и впоследствии перейдем к делегированию монет. Итак, нужно подписаться на Twitter. Открываем Twitter аккаунт, здесь подписываемся, смотрим, что здесь вот уже 25, почти 26 тысяч подписчиков. Здесь также, кстати, вот есть запись про airdrop, вот она. И скорее всего эту запись нужно будет сейчас еще и ретвитнуть в рамках вот этого вот еще одного задания. Итак, что нам нужно ретвитнуть? Здесь есть конкретный твит, нажимаем, открывается страница, и нет, этот пост не про airdrop. Ну да и какая разница?
давайте тоже ретвитнем этот твит. Я не знаю, нужно ли отмечать каких-либо пользователей, но на всякий случай давайте отметим. Кстати, самое простое, как это делать, давайте сейчас научу. Нажимаете вот на уже сделанные твиты. Здесь по-любому кто-то кого-то отмечает. Вот так просто копируете вот эти вот ники и все. Возвращаетесь назад, нажимаете вот сделать твит, цитировать, добавляете вот этих вот пользователей и по сути все. Никто не знает вообще, есть они у вас в друзьях, нету. Тем более, что не сказано, что вообще нужно кого-то отмечать. Все, делаем твит. Твит добавлен, давайте вот так вот откроем, чтобы ссылочка была на всякий случай. И возвращаемся сюда. Кстати, обратите внимание, что 1% это 10 миллионов токенов финов, потому что 5 миллионов будет распределено среди всех, кто сделает делегацию, 2,5 миллиона за Twitter подписку и еще 2,5 за ретвит. После того, как мы все это выполнили, опускаем страничку чуть ниже, и вот здесь вот есть еще такая вот информация очень важная, но к ней мы сейчас вернемся после того, как заполним нужные поля. Значит, смотрите, здесь есть два поля. В первом мы можем указать адрес кошелька, а во втором имя своего Twitter аккаунта. Но поскольку кошелька у нас еще нету, давайте не будем спешить и вернемся сюда тогда, когда скачаем его, установим и получим адрес своего кошелька. Собственно, даже после того, как сделаем делегирование валидатору. Эта страничка никуда не убежит, наша подписка на Twitter и ретвит тоже не исчезнут, поэтому переживать не стоит. Между тем, давайте вот изучим вот этот вот момент очень важный. Снимок балансов будет сделан не позднее 1 января 2023 года. Чтобы защитить децентрализацию Secret Network и избежать чрезмерного делегирования нам, моментальный снимок будет сделан, когда наш Secret Network валидатор достигнет 3 миллионов делегаций токена SKRT или 1 января 2023 года, в зависимости от того, что произойдет раньше. То есть, ребята, если вы хотите получить больше монет за то, что вы делегируете их валидатору монеты SKRT, то лучше поспешить, потому что если общее число делегаций достигнет 3 миллионов, то это в принципе будет вообще весь airdrop уже, можно сказать, и завершен, потому что снимок балансов будет сделан, и ожидать здесь нужно будет уже только того, чтобы монету выпустили и, собственно, начислили всем airdrop участникам. Поэтому не затягивайте, делайте вот или сразу, или в ближайшее время. Теперь давайте разберемся, как делегировать монеты. Сейчас мы будем рассматривать вот этот дополнительный, самый основной жирный вариант заработка в airdropе. Здесь, значит, нажимаем и переходим на их валидатора. Открывается такая вот страничка, и нам предлагают делегировать монеты. Но монет, естественно, еще нету. Давайте поэтому вот нажмем на Connect Wallet, и здесь нам предлагают установить кошелек Keepel R. Я на него ссылочку оставлю для вас в описании также под видеороликом, потому что может быть кто-то делает не через компьютер и плагин ему не подойдет. В этом случае можно будет еще и на iOS или на Android скачать приложение. Либо все-таки ставьте плагин, потому что любое приложение на телефоне, оно его захламляет. Единственное, что записывайте свою сид-фразу, чтобы потом не потерять к нему доступ. Итак, давайте установим плагин. Нажимаю кнопку установить, далее установить расширение. И вот появляется оповещение, что расширение кошелька установлено. Теперь наводим на пазл сверху браузера и находим кошелек в списке прочих. Нажимаем. Здесь нам предлагают создать новый аккаунт, импортировать с помощью сид-фразы, или же в него импортировать кошелек Ledger. Также здесь можно подсоединиться с помощью Google, но я советую создать просто отдельно аккаунт, не привязывать его никаким почтам, Ledger'ам. То же самое, в принципе, я сделал на телефоне. И вот как это выглядело на телефоне. Тоже предложили создать кошелек, импортировать его или подключить Ledger. Я выбрал создать новый кошелек. Тут мне предложили опять же создать с помощью мнемической фразы или же подключиться через Google. Я выбрал через сид-фразу. Записал эту самую сид-фразу, дал название кошельку, выбрал пароль, подтвердил его и, нажав кнопку Next, попал, собственно, уже и в кошелек. И поскольку у меня кошелек создан, я буду импортировать его, но вам нужно будет его создать с нуля. Итак, я импортирую свой кошелек. Здесь мне предлагают ввести кодовую фразу, чтобы импортировать сам кошелек. Импортируя свой кошелек, здесь, кстати, также предлагают ввести название кошелька и пароль. В принципе, продублирую то, что у меня на телефоне. После этого нажимаю кнопку Next. Здесь видно, я где-то ошибся с кодовой фразой. Сейчас вот ее нужно будет мне сперва проверить.
Ошибка заключалась в том, что фразы были введены на русской раскладке, а естественно нужно было их вводить на английской. Итак, все исправили, нажимаем кнопку Next. Все получилось, нажимаем кнопку Done. Теперь давайте попробуем подсоединить свой кошелек, нажимаем на кнопку Connect Wallet, но нам будет предлагать его снова установить. Итак, в чем может быть проблема? Я подозреваю, что нужно открыть сам кошелек. Здесь в самом верху вот Cosmos Hub нужно переключить на Secret Network. Переключаем. Теперь давайте попробуем еще раз. Вот, все, теперь вижу, что кошелек подключен. Вот адрес моего кошелька. Теперь давайте просто откроем, сверим даже. Заканчивается он на 36 и здесь также вот на 36. Все, копирую адрес кошелька и иду на биржу MaxC Global. Здесь захожу в раздел торговля, спотовая, и ищу в поиске токен SKRT. Вот этот токен, который мне нужен. Сейчас немножко купим. Насколько покупать, решайте сами. У меня, например, все в монетах, ничего продавать пока в просадках не хочется. Вот $15 на MaxC Global лежали, пылились. Собственно, на них и куплю. Просто ускоряю все, покупаю по маркету, жму вот так вот на 100% и получается, сколько я куплю этих токенов. В общем, сколько куплю, столько и куплю. Нажимаем купить и все, успешно. Возвращаемся на спот и вот видно, что токена SKRT у меня теперь 22,6. Теперь давайте нажимаем вывод. Я копировал вот этот вот адрес, также вы можете его скопировать, выбрав вот кошелек, и скопировать его непосредственно здесь. Также вот просто нажимаете скопировать и на самой бирже указываете, куда выводить, то есть на этот кошелек, вот эта вот сеть. Memotek нам необходим только если мы переводим на какую-либо другую биржу, где один единый адрес для всех пользователей. Мы же переводим на свой собственный кошелек, поэтому тега Memo нет. Галочку поставили, строчка потускнела. Теперь сумма вывода я выбираю все, ну а вы там как хотите. Примечания тоже тут не обязательно. Все, нажимаем кнопку отправить. Проходим все этапы безопасности, вводим коды для подтверждения вывода в зависимости от того, у кого какие настройки безопасности настроены. И нажимаем кнопку подтвердить. Все, заявка на вывод средств подано, пожалуйста, подождите, написано здесь. Как быстро эта сеть работает, на самом деле, кстати, я не знаю, потому что первый раз вообще пользуюсь данной сетью и вообще этой монетой. Давайте посмотрим, не появились ли монеты в кошельке. Обновляется баланс и пока что ничего нету. Ну, с биржи, да, немножко дольше все это идет. Кстати, заметьте, что здесь можно еще стейкать эту монету. И, между прочим, почти под 24% годовых, что очень даже неплохо. Давайте пока ждем поступления монет, посмотрим на график, как вообще монета себя показывала. Давайте вот так вот все поставим. И здесь я вам скажу, что монета даже вот касалась отметки 10 баксов, 10 долларов, и это очень даже шикарно. Сейчас она торгуется, как вы видите, на низах по 0.65, но в целом цена этой монеты намного выше. Соответственно, я сейчас купил на 15 долларов, но возможно увеличу свою сумму вклада, потому что в рамках airdropа я и монет тогда больше получу, и если монета вернется хоть к каким-то показателям повыше, то соответственно я еще и заработаю на этом. Ну а пока что показываю на том, что есть. Итак, смотрим, пришли монеты или нет, открываем снова кошелек и видим, что баланс на 14 долларов, это если в долларах. Или вот, пожалуйста, те монеты, которые я, собственно, сюда и переводил. Сразу же появилась кнопочка стейк, но она нам сейчас не нужна. Возвращаемся на ту страницу, где можно делегировать монеты. Здесь мы пролистываем чуть ниже и видим, что большое количество всяких различных валидаторов, но кому-то монет больше выделено, кому-то меньше. Нажимаю вот на самого первого, допустим. Значит, тут всего две кнопки, на самом деле все очень просто. Потом не спрашивайте, как раз делегировать. Точно так же получается, нажимаете на валидатора и вместо синей кнопки нажимаете на серую, вот redelegate, то есть разделегировать. Сейчас мы будем наоборот пополнять валидатор, поэтому нажимаем кнопку delegate. Давайте переведем на русский, что нам здесь пишут, и пишут нам здесь следующее: вы делегируете полномочия валидатору из топ-10. Чтобы улучшить децентрализацию, рассмотрите возможность делегирования другим валидаторам. И ничего не будем мы вот выбирать, просто продолжить делегирование. Вот топ-10 и пусть топ-10, почему бы и нет. Итак, ребята, смотрите, стейкинг заблокирует на 21 день.
Также здесь написано, что нам нужно будет отменить делегирование, чтобы наши активы стали снова ликвидными. Но этот процесс займет 21 день. Просто имейте в виду, что токены будут заблокированы на какой-то срок. И для того, чтобы их делегировать, вот вписывайте сюда либо сумму, либо вот так кнопочку максимум нажимаете, и все токены, которые в кошельке, будут поставлены сюда. После этого нажимаем кнопку делегировать. Открывается кошелек, здесь нужно апрувнуть, нажимаем на синюю кнопку. И все, транзакция вот в процессе написана сверху в табличке. Все, транзакция прошла успешно. Теперь самый важный момент. Смотрите, сумма ставки появилась. Доступные средства, естественно, теперь 0, потому что они делегированы. И награды пока еще забрать мы не можем, потому что они еще не накапали. Здесь, значит, мы видим, куда делегировали. Вот, если нажать на кнопку управления, то можно переделегировать или отменить делегирование. У меня сейчас на русском языке, на английском это будет выглядеть вот так. Теперь самое главное, идем в кошелек. Копируем адрес кошелька. Кстати, обратите внимание, что здесь тоже монеты никуда не исчезли. Здесь написано, что они застейканы. И поскольку стейкинг уже активирован, появилась кнопка Claim. Вот уже даже что-то начало капать и какая-то прибыль начисляться. Вроде все понятно, вроде все просто. Итак, скопировали кошелек и возвращаемся на сайт с airdropом. Теперь ищем вот эту вот снизу строчку, куда можно вставить адрес кошелька. На английском это будет выглядеть вот так. Давайте вставим адрес кошелька, а ниже укажем свой Twitter аккаунт. После этого нажимаем на кнопку калькулировать и смотрим, сколько примерно монет мы получим в рамках airdropа. Вот наши результаты, они будут отображаться здесь. 255 монет в рамках airdropа мне уже как минимум на данный момент светит. Но если число участников сделает больше там ретвитов, подписок, то соответственно эта сумма монет может измениться. Более того, обратите внимание, что за делегацию монет здесь вообще отображается 0 токенов. Это говорит о том, скорее всего, что система просто еще пока не прогрузилась, не сконнектилась нужным образом и не понимает, что я сделал делегацию, поэтому в процессе я просто вернусь сюда и проверю снова. Ну, давайте даже вот еще раз нажмем. Ну, пока что вот ничего здесь нету. Соответственно, ребята, вы понимаете, что можно это все абузить. Реферальной программы здесь никакой нету. Если у вас там, допустим, есть большое количество твиттер аккаунтов, то можете только вот на подписках, ретвитах очень даже неплохо заработать. Каждый аккаунт принесет вам по 255 монет, грубо говоря, вот на данный момент такие вот результаты. Давайте попробуем без кошелька вот так все это посмотреть, проверить. Но без кошелька это не работает. Поэтому, ребята, придется еще регистрировать кошельки. Но те, кто этим занимается, я думаю, это все не проблема. Кстати, что по поводу кошельков, ребята, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Здесь очень много всего интересного. В том числе вот есть еще такая интересная раздача, как от кошелька SafePal. Я делал видеоролик и расписывал очень подробно, что, как и в каких последовательностях делать, чтобы получить эти монеты. Что касается самих кошельков, вот в каждом посте есть такая вот кнопка ссылки. Если сюда перейти, то открывается окошко со всеми ссылочками. Эту ссылку, кстати, я тоже оставлю, давайте, в описании под видеороликом. Так вот, холодные кошельки. Если сюда зайти, то здесь будет вся подробная информация про кошельки Ledger, Trezor, SafePal. В том числе вот я указал, что тут airdrop. Обратите внимание, что под каждым кошельком я отметил даже кто куда какой кошелек шлет. Вот, например, какой-то кошелек шлют в Россию, но не шлют в Украину. Или же оба, допустим, шлют и туда, и туда. Также указаны все возможные промокоды, чтобы получить скидку при покупке этих кошельков. И вообще эта страница будет модифицироваться, добавляться полезной информации. Так вот, например, сразу сходу можно почитать вообще, что такое эти кошельки аппаратные из себя представляют. Или же, например, вот по Ledger уже добавил достаточно много объемной информации. Например, о кошельке Ledger. Открываете, смотрите вообще, что такое аппаратные кошельки, какая у них совместимость, как они работают, где купить и в чем отличие, допустим, того же Ledger от Ledger Nano S+. Также здесь, пожалуйста, собраны все возможные наборы, какая выгода, сколько стоит, что в них входит, и, пожалуйста, ну, пошло-поехало, всякая разная полезная информация, которая очень может пригодиться новичкам. Также вот наборы с аксессуарами. Многие, например, даже не знают, что это и зачем, но здесь все расписано, для чего и почему. В общем, очень интересно, полезно. Кому это нужно, залетайте, смотрите и кидайте в закладки, чтобы получать актуальную информацию, поскольку, чтобы составить вот эту вот, например, страницу, я обратился в техподдержку к каждому производителю и выяснил вообще, какие есть санкции там, сям, и расписал здесь очень довольно-таки
актуальную информацию. Также, ребята, многие спрашивают, каким VPN пользуюсь я или какой я могу посоветовать. VPN очень много, пользуйтесь теми, какими вам нравится. Лично я пользуюсь ExpressVPN. Ссылочка также будет в описании. И по моей ссылке вы получите еще 30 бесплатных дней, если оформите любую абсолютно подписку. VPN проверен лично мной, я им сам лично пользуюсь. И на этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на Telegram. Вы были на канале Путь Богача. И если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.